Всем доброго вечера. Итак, друзья мои, завтра день летнего солнцестояния. Это самый длинный день в году и самая короткая ночь. Но не просто длинный день и короткая ночь. У многих культур и древних народов считалось, что лето как раз в это время и начинается. Солнце находится на пике своей активности и на самой высокой точке Солнечной системы, именно летнего периода, имеется в виду. И в это время Солнце обладает особой энергией. Все вокруг приходит в движение. Открываются энергетические порталы мироздания. И это время для загадывания желаний, время для усиливания своей связи с миром богов, с миром духов, время просить, получать, начитывать себе защиту, денежные заговоры, просить благословения богов. И в это время все это особенно усиленно происходит, особенно сильно слышится наша мольба и исполняется. И наши совместные ритуалы дают замечательные результаты всегда, потому что мы соединяем воедино свою энергию. Я уже говорила о том, что христианство переняло вот это вот совместный молебен из язычества, когда соединяли воедино энергию и помогали своей земле, помогали защитить своих воинов, призывали урожай и много другое. То есть вот это вот энергетическое соединение энергетическое, это такой луч, который пробивает любую стену. Давно мы с вами не проводили прямой эфир из-за моей загруженности и усталости, потому что очень много дел. Я действительно с трудом справляюсь и успеваю. Но сейчас решила, что мы завтра все-таки с вами проведем. Итак, завтра в 8 часов, то есть в 20:00 по московскому времени, может плюс-минус 10-15 минут, иногда забываю на зарядку ставить, приходится немного опаздывать. Итак, собираемся вместе. Вот говорю заранее, чтобы вы были готовы. Значит, 21 числа собираемся вместе и проводим прямой эфир. Встречаем день летнего солнцестояния, извиняюсь. Что при этом нужно подготовить? Алтарь. Алтарь по вашему вкусу, как вы хотите. Алтарная ткань может быть разная, любого цвета, золотистая, красная, синяя, зеленая, без разницы. И свечи точно так же. Нужно класть на алтарь предметы богатства, роскоши. Это украшения, камни, далее золото, серебро, не бижутерия. Потому что все, что будет на алтаре, то и будет приумножаться весь год. Деньги, монеты, различные купюры. Хочу вам сказать, что если у вас будут красивые алтари, я попрошу потом сфотографировать, отправить Яне. Мы готовим следующую книгу и хотим внедрить алтари наших зрителей. И желательно, если они будут разнообразные, интересные. Можете поставить фортуну, можете поставить своих чертенят, можете поставить своих кукол Терафимов. Как хотите, можете все вместе это ставить. Это все-таки ваш алтарь. И на сей раз вы имеете право подготовить так, как вам хочется. Далее. Друзья мои, дело в том, что мы делаем эти работы, делаем сами дома, делаем совместные ритуалы. И
мы как бы все это провели, отпустили эту ситуацию. Ну, не сказать, что забыли, ну, живем дальше. И мы не замечаем, насколько эти работы, это мы забыли про них, но работы-то про нас не забыли, они проведены. И вот когда мы задумываемся над этим, вот представьте, в прошлом году мы провели в такое же время день солнцестояния, и вот проведите итог всего того года до этого дня. Как вы жили? У вас на все хватало денег, вы сделали очень много покупок, у вас все было нормально, все живы-здоровы, у вас достаток в семье. Понимаете, вы можете даже забыть о том, сколько чего делали, начитывали, но это все работает. Это все работает настолько сильно, что когда вы останавливаетесь и начинаете смотреть назад и задумываетесь над тем, сколько всего, да, поменялось в хорошую сторону, вы можете просто удивиться результатом полученным. Каким образом на все хватило. И у кого-то ребенок родился, у кто-то встретил свою судьбу, у кого-то что-то новое началось в жизни, новый проект и так далее. Понимаете, вот настолько много ощутимых результатов, настолько... Кто-то поехал, отдохнул, давно мечтал, не получалось. Вот в течение года, можно сказать, подытожить. Вот сейчас, например, год назад почти мы проводили, 11 месяцев назад практически, 11 месяцев с чем-то. Так, да, год назад, если уж точно. Там просто пишется 11 месяцев, видимо. YouTube не всегда там правильно пишет числа. И вот сейчас проводим. И вот в течение всего того года сколько всего вам удалось приобрести в материальном плане: друзей, хорошие знакомства, работу нужную, повышение по работе и так далее. Вот задумайтесь над этим. Это все делается для того, чтобы поддержать свою нормальную жизнь в нашем мире. И тем самым, естественно, и помочь и своим родным, и близким. Потому что если у тебя ничего нет, что ты можешь дать? Ничего. Ты должен сначала сам создать, а потом из этого что-то выделить на помощь для других. Согласны? Теперь, какие ритуалы мы с вами будем проводить? Я вам сейчас скажу. Вам нужно будет искать либо в книге, либо в Ютубе, либо на сайте моем этот ритуал набрать и найти. Потому что не всегда сейчас в Ютубе под роликом может быть текст. Новые ритуалы есть, но чуть более старые ритуалы, они могут не быть, потому что мы, когда нам пришлось закрыть канал, потом открыть, чтобы спасти канал, там исчезают все написанные нами тексты. Вот в чем дело. Ну, придется ли от руки вам переписывать, или на сайте можете найти. Просто набрать этот ритуал и рядом написать там текст и найти в Гугле. Итак, первое. Значит, из книги «Ключ, замок, язык». Гора Золотырь. Или Нет, Золотырь у меня, да, гора. Правильно написала или нет? Все правильно, Золотырь, гора. 37-я страница. Это книга «Ключ, замок, язык». Но эту работу, этот ритуал можете найти и на сайте, и на канале. На моем канале, на дочерних, в принципе. Следующее, опять с той же книги, «Ключ, замок, язык 3», «Короны и богатство», 55-я страница. Я попрошу Яну, она эти тексты выложит под роликом здесь, чтобы вы могли сразу здесь же найти, в принципе. Но на всякий случай говорю, где еще они есть. Пожалуйста, подготовьтесь, и те, которые только придут, не задавайте вопросы, где найти, чего, что надо делать. Вот у вас целые сутки готовиться к этому. Дальше. Значит, получить богов благословения. Ритуал. Это у нас пока еще, да, не издано в книге, поэтому, по-моему, не издано пока еще. Поэтому в Ютубе можете найти, а может и издано. Вот я уже не помню, если честно. С того времени у нас выходила книга, может быть, издана в «Ключ, замок, язык», но я не обратила на это внимания, то есть не там нашла. Получить богов благословения. Находите ритуал с текстом. Следующее. Великая сильная защита. Тоже недавно вышла. Там
есть напечатан ритуал внизу, подготовьте заранее. Итак, я вам перечислила. Внизу попрошу, Яна, значит, скинет текст всех этих работ. Любые свечи, любого цвета, постарайтесь, чтобы было празднично, красиво. Вы встречаете духов, вы встречаете силы богов, потому что в это время открыты порталы между мирами. И вот как вы себя покажете, как вы встретите их, так они к вам и отнесутся. Там должны быть на алтаре купюры, золото, серебро, ну то, что вы хотите приумножить. Мы здесь прочитаем на приумножение, то есть денежные работы, да, проведем с вами. Следующее – это благословение богов и защита на весь год. Естественно, в течение года можно еще делать, обновить, но в любом случае в такие дни, сильные дни, можно провести эти сильные дни, можно себе во благо повернуть и провести такие работы. Здесь, то есть, все рассчитано. Деньги, помощь и защита. Итак, все на этом. Завтра вас жду. Подготовьте все. Можете провести с семьей, можете провести несколько человек вместе. Никаких проблем в этом нет. Это праздник. Это древний языческий праздник, и он праздновался с особым, скажем так, рвением, с таким, знаете, умилением и уважением к великим силам, потому что знали, что это сильный день. И этот сильный день может очень многое принести, поменять в жизни. Почему мы вместе проводим? Потому что проведенные вместе, соединенные воедино энергия, она действует намного сильнее. Мы как друг другу помогаем. Понимаете, вы даете свою энергию, чтобы у кого-то получилось в жизни что-то хорошее. Этот человек дает вам свою энергию. Мы помогаем друг другу. Много тысяч человек произносят одно и то же. И они вот в этом кругу силы взаимопомогают друг другу. Всем удачи. Да, и до завтра. Жду вас завтра на прямом эфире. У нас еще сегодня я сниму несколько работ, постараюсь. В любом случае, я надеюсь, что не потеряется этот ролик, и вы все увидите.